На тот момент практически всего я лишился. Потерял любимое дело, то есть игру на гитаре. Мысли только одни были. Покончить с собой. В больнице сказали, что это вообще такого не встречалось, если человек бы уснул. То есть обычно уже никто не просыпался. А я почему-то проснулся, встал и пошел. Поэтому решил все делать сам, ни от кого не зависеть. Меня зовут Евгений Цыбин, и я играю на гитаре, несмотря на то, что у меня нет пальцев. Музыку я с детства любил, еще до того, как на гитаре начал играть. Танцевал хорошо в детстве. А потом увидел, услышал, как вживую играет человек, и решил сам научиться играть. Пришел домой, достал старую отцовскую гитару семиструнную, переделал ее в шестиструнную и начал играть, учиться. Где-то через месяц я уже неплохо играл. Учился также у других людей, смотрел, как аккорды правильно зажимать, текст песен переписывал. Потом уже начал сам свои песни писать. Как я потерял пальцы, по глупости и по чужой жадности пошел на праздник Крещения к другу. Предложил сходить в бар выпить. А он готовился к учебе, потом отказался. Я на обратном пути зашел в бар, купил там водки, а она оказалась паленой. Я выпил полбутылки где-то. И дальше ничего не помню. Помню, как очнулся в сугробе. И когда очнулся, у меня один ботинок был снят. Пальцы не сгибались, я ботинок одеть не смог. Я ботинок под мышку и пошел. Вижу свет в гараже, открываю, там люди стоят. Я говорю, можете мне такси вызвать? Они на меня смотрят и не понимают. Говорят, так тебе не такси, тебе скорая нужна. Вызвали скорую, приехала скорая. Меня туда по-быстренькому посадили и увезли в больницу. Вообще не понимал, что происходит поначалу. Потом думал, что пальцы на месте останутся. Но нет. Потом уже на операции пальцы отрезали. И потом я еще там полмесяца где-то пробовал, чтобы руки немного зажили и нога. И все. Отправили домой. На тот момент практически всего я лишился. Потерял любимое дело, то есть игру на гитаре. Возникали сложности даже в простых, на первый взгляд, вещах. Я не мог помыться, зажечь газ, приготовить еду. В общем-то, все мне помогали делать. Одевался я, по крайней мере, сам еще. Потихоньку, но одевался. Да я, в принципе, никуда и не выходил из дома. Мысли только одни были. Покончить с собой. Когда подумал, что мать бы, скорее всего, не выдержала, да и брат не понял бы. Переосмыслил просто жизнь. Если мне, как сказать, если я выжил, значит, я для чего-то нужен. Потому как в больнице сказали, что это вообще такого не встречалось, если человек бы уснул. То есть обычно уже никто не просыпался. А я почему-то проснулся, встал и пошел. Поэтому решил все
делать сам, ни от кого не зависеть. У мамы сначала появился рак. Небольшой, на губе, но в больницу она не захотела идти. И как бы пустила все на самотек. А потом, уже в силу возраста, у нее случился инсульт. Частично парализовала правую сторону. И рак начал развиваться быстрыми темпами. Прожила она после инсульта 2 года. И в феврале умерла. Мы находимся на Краснозерском кладбище. И здесь похоронена моя мама. Она всегда меня поддерживала. Мне бы намного проще жилось, если бы она была жива. А дальше остался один, и все. Поначалу было одиноко, потом привык. Ну, как поначалу заходили люди, но заходили только по одной причине. Одни хотели денег занять, другие выпить. В один прекрасный момент мне это все надоело, я им сказал, чтобы они здесь больше не появлялись. Ну, то есть там такие друзья были, что и враги не нужны. И все, я просто стал жить потихоньку, вот, помаленьку, день за днем. Ни к чему не стремлюсь, потому что стремиться некуда. В принципе, доживаю жизнь спокойно и тихо. Я, в общем-то, никуда не хожу. Я выхожу из дома только чтобы в магазин сходить, и все. Недавно ходил в магазин, и навстречу ушла женщина. Ну, уже пожилая, где-то лет 60, похоже, с внучкой. Я проходил мимо, у меня руки вот, было видно. Я проходил и слушал, как она, какой ужас. Люди на меня так реагируют. Ну, то есть мне выходить в свет, там можно такого наслушаться. Ну, все пялятся на руки, это как обычно. Все смотрят. Ну, а мне как бы это неприятно. Я себя в обществе чувствую неполноценным. А когда я дома, я вообще забываю, что у меня нету пальцев. Мы находимся у меня на веранде. Здесь сгнил пол и проваливается, и сгнила крыша. Она медленно опускается вниз и когда-нибудь упадет мне на голову. Пройдемте дальше. Ну, здесь у меня коридор. Здесь уже провалился тоже пол. Ну, пока вот можно передвигаться. Здесь моя бывшая спальня. Здесь пола вообще не осталось. Весь сгнил. Пенсии сейчас категорически не хватает. А сейчас зима. Где деньги брать на одежду, не знаю. Ну, думаю, что-нибудь придумаю. Пол проваливается, денег тоже нету, чтобы просто купить досок, балок. Пытался откладывать, но думаешь, 1000 сохранишь, а сходишь по магазинам и все. Вот сходил один раз, и его 1000 нету. Сходил другой раз, 2000 нету. Поэтому, ну а как? Тяжело без пальцев, например, уголь набирать, снег чистить, дрова таскать. Все это тяжело делать, ну, а приходится куда деваться. Печка сама себя не растопит. И придется замерзать. Ну, в принципе, я и так всю зиму мерз, потому как денег хватало только на 1 тонну угля, а 1 тонны
На месяц мало, поэтому я топил только 1 раз в день. На ночь. На самое холодное время суток. Да, в общем-то, все я делаю по дому. И кушать готовлю, и пола мою, и стираюсь. Правда, стиральная машина сломалась. Приходится руками. Годы упорных тренировок. И все. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Ну, потому как я был неплохим гитаристом, решил попробовать восстановить как-то хоть что-нибудь, хотя бы на одной струне сначала. Пришла в голову мысль это перестроить гитару полностью, струны все, чтобы там не нужно было зажимать аккорды. Перестроил гитару, все получилось. Стал снова играть только дома. Ну а любовь к гитаре, она, это не знаю, если человеку, например, нравится там конфеты, птичье молоко с детства, ну вот в принципе это на том же уровне. Иногда просто сидишь, думаешь, что я вообще делаю, ну для чего я живу. То вспоминаю, ну в принципе, я ж на гитаре умею играть, да еще и без пальцев. Это ж круто. Поэтому беру гитару, играю. И как бы на душе становится поспокойней.